Я знаю, зачем вы смотрите это видео. Хотите понять, как у меня это получилось? Как я всех обманула и смогла заработать? Да еще и кинуть через хер большого брата? Вот вам ответ. Никак. Пришло время финальной заставки, ребят. Жмякайте направо, не стесняйтесь. Даже подписываться не обязательно. Новых видео уже не будет. Серьезно? В такой момент? Ладно. Итак, если вы хотели посмотреть, как проходит моя жизнь, то вот, блогер в естественной среде обитания. Итак, первое правило настоящего иммуноблогера – это держать себя в форме. Помните, что количество антител в вашей крови напрямую зависит от вашего образа жизни. А это значит здоровое питание, крепкий сон и, конечно же, занятия йогой. Охеренное видео. 6,5 лямов просмотров по общемировому счетчику за 4 года с момента выпуска. Итак, записывайте. На 5-м месте в топе ошибок, приводящих к смерти в прямом эфире, это забить на ЗОЖ, режим и прочую поеботу, которую сама и продвигала. Когда все это началось, у меня так поперло, что я купила закрытый из-за карантина полуподвальный бар прямо в центре вселенского пиздеца. Мелкий бизнес уверенно шел в ебеня, и эта красота досталась мне по цене бабкиной однушки в Люберцах. Проблема в том, что это все-таки не квартира. Поэтому вместо душа влажные салфетки, а вместо вывоза мусора – ёбаные окурки. Ну, в общем, за это время я выучила кучу способов прессовать коробки и алюминиевые банки собственным задом. Вы, наверное, помните это золотое время третьей короны. Тогда каждый второй пробовал себя в иммуноблогинге. Я знавала людей, которые облизывали поручни в метро, лишь бы получить редкую болезнь первыми и выработать антитела на продажу. При этом у них даже не было домашней центрифуги, холодильника или банально шприцов. Они просто резали палец, капали в пробирки и впаривали это никчемное говно по 5 песов за штуку. Я же в это время была главной звездой русского иммунного сегмента. Я получала от 5 до 30 кусков за каждый миллилитр крови. И это не считая донатов. Итак, ребята, от меня только что ушла медсестра, которая подтвердила наличие антител в крови уровня А+, либо выше. А это значит, что у меня тут 14 заборов крови против индийской пневмонии и около 50 образцов слюны в вакууме. Но для тех, кто не боится переболеть моей ослабленной версией этого ужасного, панического и суперопасного вируса. Только никому не говорите, что еще вы обнаружите в моих слюнках. А то сделаю УЗИ. Записывайте. На 4-м месте нашего топа употребление стимуляторов. А именно стероидных, иммунных и самую малость галлюциногенных. Они помогают бороться с вирусами и ускоряют метаболизм. Но вымывают из крови все полезное, что в ней было, и месят вашу печень, как пьяный казак, свою жену на 9 мая. Поэтому готовьтесь пить железо, магний, витаминный комплекс, еще один витаминный комплекс, минеральный, мать его, комплекс, иммуностимуляторы. Вот эта херня, забыла, как называется она для печени. Это для микрофлоры кишечника, сосудорасширяющие. Это от запоров на случай, если все остальные не подействуют. Это от спазмов, гематоген и йогурт. Вот такой он, завтрак чемпионов. Открывает тройку лидеров принятия вирусов пакетами. Привет, с вами Таша Караташа. И отгадайте, что у меня здесь? Самый опасный вирус этого сентября. Американская красная чесотка. Известная также как GT24. Но я особенно подчеркиваю, что для выработки качественных антител необходимо принимать вирус ответственно, не смешивая... Посмотрите на нее. Пытается трепыхаться. Давить на логику. Говорить, что важнее качество, а не количество. Только всем плевать.
Это видео не набрало 400 тысяч просмотров, потому что в это же время какая-то шкура из Бутова по имени Роза Абьебоза приняла этот же вирус, смешав его в прямом эфире с сезонным гриппом и тайской кишечной палочкой. Третий пошел. Она собрала 8 осложнений и 9 миллионов просмотров под видео. И по 4 ляма на каждое из 6 последующих, пока у нее все окончательно не наебнулось. Поэтому уже в следующем месяце я впервые попробовала пакет. 3 – это максимальное число вирусов, которые можно впускать в себя одновременно. Ведь в природе редко случается заболеть даже 2. Если вы вдруг умираете от какого-либо вируса, то навряд ли захотите, чтобы добавок к нужной вакцине вам вкололи еще несколько болезней. И если спросить умирающего, то... мне пишут, что умирающий присоединился к нашему чатику. А правда в том, что всем на тебя похер, милая. И дело даже не лично в тебе, не воспринимай близко к сердцу. Им похер вообще на всех вас. На всех этих успешных, удачливых ублюдков, которым просто посчастливилось родиться с формой иммунитета А+, или даже выше, как у тебя. Вот только не надо говорить, что вам тоже тяжело. Вы сами вложили эту идею в голову своих подписчиков. Опасно накручивать тех, кто тебя смотрит. А еще опаснее задирать психов вроде высокого человека. 2 место твоего топа, девочка. Нехер выебываться на фанатиков. Да-да, я про ту коллаборацию с Чумным Скорострел. Чума, что скажешь про этих психов с движения чистой крови? Я их просто обожаю. Одно из моих любимых шоу в этих ваших интернетах. Особенно мне нравится вот этот их главный, тот, у которого маленький хер. Фу, ты что, правда его видел? Нет, к сожалению, нет. Не удостоен такой высокой чести. Серьезно, станет ли человек с нормальным елдаком называться высоким человеком? Размышления обо всяких поебушках возле костра в лесу. Сейчас, насколько я знаю, он больше угорает по экоактивизму. Слушай, давай глянем-ка его новое видео, там всего 40 секунд. Это дольше, чем любой твой коэтус. Тело – это храм Божий, а эти биологические шлюхи принимают чужие выделения, чтобы потом их переработать, отрыгнуть и накормить этим всем своих последователей. В Новосибирске уже аукнулось 2000 людей, 2000 пар горящих глаз, которые теперь вечно будут смотреть на вас из бездны. Это было в начале 30-х. Помните ту девку Розу Абьебозу, которая первая начала принимать пакетами? От нее и пошло. Дело в том, что однажды она приняла сразу топ-10 2К32 и успешно это пережила, как она говорила, с помощью йоги и самоконтроля. Но мы-то знаем. Потому что любой, кто пускает в свое тело скверну, обречен на вечные муки. Как бы там ни было, вирус проходил в легкой бессимптомной форме. Вот только иммунитет этого не знал. И не отключал тревогу, так сказать. Короче, больше 1000 людей, а по некоторым данным даже 2,5, перешли в режим стероидного околопередоза на всю жизнь. С тех пор врачи всего мира пытаются найти коктейль, который смог бы это повторить. Все опять внутри. Но факт в том, что у них нет главного ингредиента. Роза Абьебоза, иммуномейкер того пакета, умерла от передозировки иммуностимулина через 2 дня после эпидемии. Итак, ведро для рвоты, стимуляторы, туалетная бумага, влажная туалетная бумага, памперсы для взрослых на крайняк, 18 фруктовых йогуртов и аудиокниги. Пора карантиниться. Опа, видеосообщение. Я тоже знаю, что там, но вам стоит послушать. Это ты отправила? Даша, скажи, что это ты сделала. Я сегодня проводил анфайтинг в прямом эфире. Блядь. В общем, я принял все, что там было. Смотри. Я провел анализ поверхностный. Программа уже насчитала 62 вируса. Анализ завершился на 80%. Даша, там далеко не один вирус, блядь. Наконец, первое место нашего топа, милые, не принимать подарков от бывших. Иначе может оказаться так, что вы приняли примерно 400 смертельных вирусов со всего мира. Меньше, чем... Спасибо за ваш звонок. Алло, это скоро? Пришлите скорую в карантин, пожалуйста. Оставайтесь на линии. Алло? Пожалуйста, ожидайте. Какое еще нахер ожидайте соединение? Вот.
У меня же есть помощь. Привет, ребята. Сколько вас? 122? Можете все дружно и все остальные написать «Центр медпомощь». Я попадаю на чертов автоответчик, Wi-Fi отвалился. Это кровь? Я плюю кровью? Они пришли. Нужно быстрее. Какого? Они же не могли узнать мой пароль от... Слишком долго умирать. Вот и все. Это весь контент, который у меня был. Так и заканчивается мой стрим. И моя жизнь. И моя кровь, насыщенная сотнями вирусов со всего мира. Стимуляторами и витаминами. И... Хотя, на самом деле, странно, что я так мало вытекла. Я думала, будет гораздо. Привет от чистой крови. Ах ты, сука, бошка. Мое тело не помойка. Мое тело — ядерный, блядь, реактор.